Baniszewski's there, number 18, and here comes the kick. And it's there, number 2. Baniszewski, who loitered just clear of the pack inside the penalty area, got his head to that. Rio de Janeiro, november 21-e. Színhely a Marcelana stadion. És a szereplők Brazília és a Szovjetunió labdarúgó válogatása. A labda a 16-os labda egy magasságáig. Baniszewski felé száll lövés és elcsúszik. СССР играли в Рио-де-Жанейро. Они вели 2-0. Пеле забил. Gerson cselezget, lövés, gól! A mérkőzés 51. Zinho teleindul meg, és gól! Jair Zinho a jobbszélső mintaszerűen jó ütemben játszott vissza a lukratörő tele elé. Baniszewski lő és Manga véd. Я был молодой и играл с таким футболистом, как Лев Иванович Яшин, Шестерёв, Курцелава, Гиля Хусаинов, Слава Митревели, Миша Месси, где я пацану только мечтал видеть их. Но у него были и хорошие качества форварда. Это он, самое главное, умел забить гол. Это было большущим, наверное, как говорят, подспорьем ему, главное, самому, и команде, конечно, сборной команде Советского Союза. Против меня Беллини играл. Ну, защитники в то время, когда вратарь выбивает, вы же знаете, что они выходят все, и штрафную все выходят, они все вышли. Вратарь выбивает мяч от ворот. А Бaniszewski стоит за штрафной линией, вот этот вот полукруг этот, и вратарь выбивает от ворот. Ну, вратарь Манга выбивал мяч от ворот своих. Я на встречном поймал его. Метров 25 было. Я на встречном от головой забил его. И мяч перелетел через него, он вот по ходу выбивал мяч и вышел с ворот, и не успел обратно вернуться. Baniszewski lövését Manga kivédte. A brazil kapus igyekezett kidobni a labdát, de a közel álló Baniszewski találta el. Мы проигрывали 2-0, 2-1 стало и сравняли. Messi, ráadásul Orlando menti, majd lövés Voronyin részéről Manga szögletre. Первый гол Бразилии забитый на Маракана, где 220 было. И головой забит. Первый гол от бразильцев был забит мною. Brazil, Szovjetunió, Первый счастливый день у меня был в футболе, это когда забил в Бразилии гол. Почему он такой счастливый? Потому что там играли такие футболисты, как Диди, Пеле, Манга. Ну, все знаменитые футболисты, чемпионы мира. И потому что я забил первый гол в Бразилии из советских футболистов. Ну, второй счастливый день у меня был с Грецией, конечно. Где я молодой мальчишка забил вот 3 мяча. И вспоминаю в этой игре прекрасный гол, который он забил. В ворота противника. С центра поля буквально он обыграл
где-то 6-7 полевых игроков, вратаря, и так забыл. И, по-моему, если не ошибаюсь, тогда сборная команда Советского Союза победила со счетом 4 или 5-1 в этом роте шедевров. Попали в финал в Англию. В своей отборочной группы мы вышли в финал в Англии. И на чемпионате мира в Англии уже начали свои игры. Когда ехали на чемпионат мира, как говорят, его рейтинг в игре в сборной команде Советского Союза был очень высок. Alofiev is up, Banishevsky's there, number 18, and here comes the kick. And it's there, number 2. Banishevsky, who loitered just clear of the pack inside the penalty area, got his head to that. And Russia now 2 goals in 2 minutes and... Знаете, когда узнали и руководство, и футболисты уже 3 место, тогда мы 4 взяли. Но это 4 тот год был как 3 место. А потом, самое главное, есть еще причина, это когда я сделал 11-метровый. Да, там забили мяч, война. Поэтому случайно, так, не специально, это все так бывает, случайно, что вы знали, я после этого даже выходить в второй тайм не хотел. Бронзовый медаль. Нам дали бронзовый медаль. У Банишевского тоже есть бронзовый медаль. Поэтому немножко расслабились. Значит, уже мы все, бронзовый медаль имеем, поэтому единственная вот эта причина. И руководство тоже так. Несерьезно относились, несерьезно. Безусловно, для меня столиком 66-й год, это был как бы «Зенит» Югославии. И мы бракосочетались в этом году. И он был, после чемпионата мира приехал бронзовым призером. В поселке Разин на стадионе Ленинского комсомола впервые Борис Андреевич Аркадий увидел в деле его, когда там играли 2 емские команды, увидел Толика Ванишевского, и после игры мы зашли вместе с ним в раздевалку. Да, он при всех сказал, что да, из него выйдет большой футболист. И так его судьба перехода команды Немчи была решена. В 1964 году на втором тайме получил травму Юрий Кузнецов, и работая с нашим тренером Альбером Ильичем Мамедовым выпустил меня первый раз. Но игра прошла неудачно. Мы проиграли Минску 2-0. Но уже тогда началась моя футбольная карьера.
Этот молодой попал, а над молодым обычно, как всегда, издеваются везде. Ну, я не с такого склада был. А я однажды подежурил, меня когда второй раз заставили дежурить. Я выбросил эти мячи одного из сторожил от наших заслуженных мастеров спорта олимпийских регат. И повернулся и ушел. И с тех пор вроде бы все наладилось. Прекрасная команда в Баку. В те годы вы все отлично помните, и бакинские болельщики, и грузинские прекрасно помнят ту команду Банишевского, Краваренко, Бруфтиер. И я просто восхищался с этой командой, и, если честно сказать, то очень трудно приходилось с ними играть. Ну, были победы, были поражения, это в спорте всегда бывало, и думаю, что были прекрасные большие футбольные игры. Bakı'da oynuyorduk. Merkezi orada idman kulübüyle. Eseri komandasının heyetinde çok güzel çıkış eden bir futbolcu vardı. O Albert Fürsediyok. Merkez müdafası yerinde oynuyordu. Start sürati, onun sola sağa aldatıcı hareketler bunu o kadar şartbaş eləmişti ki bilmirdi neyləsin. Hatta oyundan sonra onlar axıb bir yerde yığma komandada oynuyordular, Eseri yığma komandasında. Oyundan sonra yaxınlaşıb Toluk Ederfi, Toluk sen ne eləmişsən? Baba sen benim, özür istedim bu ifademe göre, sen benim memur eləmişsən. Толик был очень простым человеком, и его вот эта вот игра сборной, звезда, он просто свой талант отдавал. Он везде вел себя как на нашем поле, так и на том поле. Он отдавался полностью, но не потому, что это было престижно, не потому, что это было почетно. Нет, он всегда оставался вот простым, скромным. Allah futbol elmdir be, o sənin şahmat deyil. Futbolu ayaqla yox, başla oynamaq lazımdır. 35 metreden başla gol vurma olan. Truskaveski'de bir futbolist var. Ala nə Truskaveski, orada futbol var. Bir də sən futbol nə başa düşürsən, hə? Fazil müəllim, mən ölüm. Dünyanın ən məşhur futbolisti kimdir? Banişevski. Müller də pis deyir. Банишевский на подушке. Казанкевич и тот сигурно без погляда. Herrlich und Tor. Komm, Kopf. И он даже как-то пытался вообще от сборной уйти, потому что это был очень тяжелый процесс. Во-первых, это психологически очень действовало на него. Именно проигрыш был за счет того, что там еще он намного выше стоял наших тренеров. А то, что там наказали Банишевского, наказали Пурцилава, Дзуашвили, это было ради того, чтобы
в 30 лет, 31 год, 32 года обязательно 80% всех игроков должны быть уходить наказанные, чтобы они не ходили с поднятым флагом. Budakov und da ist der Mann mit der eingebauten Torgarantie. Вмешивалась политика. Да. Вот. И в этом самом случае всегда надо было найти стрелочников, найти, значит, по мнению там руководства каких-то, значит, футболистов где-то. Ну, поскольку Толик был добрый, скромный, нормальный парень, наверное, ему больше всех досталось там, да, вот, Толику. Там 3 человека дисквалифицировали. Коньков, Казинкевич и да, Анатолий Иванович, сняли все звания с них. На протяжении всей жизни как-то вот эти вот лучи славы, вот эта вот теплота уже она, может быть, немножко убывала, но должна сказать, что народ его любил всегда. Я вспоминаю, горели факелы. Весь стадион пылал. Это был какой-то праздник для всего Азербайджана. Нас на руках почти всех вынесли. Народ ликовал. Народ жаждал. Они жили одним только футболом. Bütün komandanlar ona göz koymuştu. Bütün devletler göz koymuştu ona. Ancak Banişevski, Allah rahmet eylesin, hemşe derdi ki, ya ben Bakılıyım, ben eşleme gelen de öyle, ben kalacağım Bakı'da. Ve ona göre halk da onu ona göre sevirdi. O derdi, ben Rus da öyle, ben Azerbaycanlıyım, ben Bakılıyım. Он был очень в общении, в жизни, очень скромный и такой доступный человек. Вот это его качество в сочетании с таким великим футболистом и сделали его таким великим гражданином Азербайджана. Народ, болельщики, команда, когда попадает, знаете, в этот период такого момента, знаете, что ему дается возможность увидеть таких прославленных талантов. Это не всегда дается. Знаете, этот период. И вдруг потом период, когда появился Банишевский, который был радость народа. Такие нападающие, как Банишевский, я сегодня таких не вижу. Техничный, очень быстрый. Значит, головой играл он очень здорово. И самое главное, от нападающего что требует? Забивать мячи, правильно? А он это отлично умел. Для меня это все. Футбол для меня все. Если бы сейчас заново сказали мне, что выбрать, я опять бы выбрал футбол.